Всех приветствую на своем YouTube канале. Давно здесь не выходило видеороликов по той причине, потому что я не особо видел, какую информацию можно для вас снять. Но сейчас подходит старт игра в кальмаров от BSwap, и я хочу вам более подробно рассказать про эту игру, что конкретно вам нужно для того, чтобы в нее участвовать. Но прежде чем мы начнем, подпишитесь на мой канал, мы идем с вами к 1000 подписчиков, мы уже почти пробили планку в 500 подписчиков. Какое-то очень сильное сопротивление у нас, но уверен, что в ближайшее время мы его пробьем. А теперь давайте начинать. Итак, для того, чтобы играть в NFT, нужно зарегистрироваться на BSwap. Как это сделать? Все ссылки будут в описании под видео. Вы просто заходите, коннектите свой MetaMask. Он у меня уже приконнекчен, у вас сверху будет показано. И дальше вам нужно будет купить игроков. Как это сделать, я сейчас же вам тоже расскажу. Давайте с вами перейдем в NFT лаунчера, и мы можем здесь увидеть на данный момент, когда я снимаю это видео, это 21 декабря, у нас есть еще эти мистеры боксы. Их было в размере 20 тысяч штук, сейчас их осталось 8165 штук. Для того, чтобы их купить, вам нужно застейкать минимум 100 BSV токенов. Один токен стоит сейчас $1,8. Далее вам нужно иметь либо 5 RB балансов, либо какой-то NFT owner. Сейчас я вам расскажу, где вам взять RB баланс. Сейчас вы посмотрите небольшой фрагмент сюжета того, как я покупал этих RB. Ну и в оконцовке скажу вам то, что я их уже продал. И на этом смог заработать где-то 40% от первоначального взноса. Итак, в этом видеофрагменте я вам хочу показать, как это происходит, покупка ботов. На один аккаунт можно было купить 3 бота, как обычно все жутко лагало, но мне удалось всех 3 купить. Сейчас в дальнейшем я вам покажу, кого мне удалось приобрести. В дальнейшем я их продал. Итак, сейчас вы посмотрели фрагмент того, где можно нам купить эти RB балансы. Но так как их уже сейчас в NFT лаунчерах не продают, я вам покажу, где можно их купить со вторичного рынка. Переходим в BSV Market. Это выглядит примерно так. И это у нас вторичный рынок по BSwap. Здесь нам нужно будет выбрать фильтры, BSV, роботы. Вот, и дальше мы здесь видим, нам такие дорогие не нужны для того, чтобы участвовать. Просто листаем вниз и смотрим самых дешевых. Сейчас, конечно, на них цены подросли, потому что они нужны для того, чтобы купить эти мистеры боксы. Вот, но в любом случае вы знаете, где их взять. Если вы не хотите покупать мистеры боксы, то все предметы, которые вам нужны для игры, вы можете также купить на вторичном рынке. Для вас, мне кажется, это будет намного дешевле. Итак, первоначально, что нам нужно, давайте с вами зайдем, посмотрим на игру. Кстати, она стартует с 22 по 29 в промежуток этого времени, декабря. И чтобы участвовать, нам нужно автобус иметь и иметь самого игрока. Итак, переходим сюда, переходим в фильтр, выбираем автобус. И выбираем здесь любой для вас автобус. Хочу вам сказать то, что на один аккаунт можно иметь 2 автобуса, и чем они отличаются по цене, давайте с вами тоже глянем. Как видим, этот автобус может перевозить до 4 человек. А дальше я вам скину информацию про то, в какие игры можно будет играть, как это можно будет делать, сколько можно будет заработать и какую силу игрока нужно иметь. Ну а теперь давайте перейдем с вами обратно, посмотрим на игроков, поскольку они продаются. Вот примерно за такую цену их можно купить. Скажу сразу, то, что таких игроков я вам не советую покупать. Надо начинать от 30 BSV и выше. На одном аккаунте можно иметь 20 игроков. Что нужно для того, чтобы играть? Итак, первая игра. У нас порог входа. Суммарно сила игрока должна быть 1000 SE, то есть 1000 сил. Давайте с вами посмотрим на примере, я вам расскажу, что это такое. Вот, мы видим, это Squidward Energy SE. У этого игрока он находится на 400. Я беру минимальную планку, поэтому 400. Для того, чтобы играть в первой игре, нужно иметь от 1000 этой энергии. Дальше давайте с вами посмотрим, почему я вам советовал конкретно вот этого человечка, потому что у него как раз силы от 1000. И мы можем одним человеком и одним автобусом начать уже играть в первую игру. Итак, для того, чтобы играть в этой игре, нам нужно в BSV закинуть
токены в лаунчпады в размере 30 на эту сумму. У меня лежит 100, так что для меня открыты эти двери. Далее, награда за победу составляет $7,6, то есть они идут начисления в сумму PSV токена. Шанс на победу 89. Вторая игра. Порог входа суммарной силы персонажа 2000 Сквидвард силы. Как это можно набрать? Можно купить второго же такого игрока, итого вложения уже будет где-то 60 BSV плюс автобус. Автобус нужно выбирать такой, чтобы у него была вместительность хотя бы 2 игрока, тогда вы сможете принимать и во второй игре участие. Итак, для того, чтобы играть во вторую игру, нужно в лаунчпаде застейкать 40 BSV. Награда за вторую игру составляет $15 5 центов. Начислять опять же будет BSV. Шанс на победу 88%. Дальше. Третья игра. Нужно 3000 силы. Давайте с вами посмотрим, как это можно сделать. Во-первых, можно купить второго же такого игрока. Можно купить сразу подороже, он сразу стоит 1700. И у нас тогда будет хватать силы для того, чтобы нас пропустили в третью игру. Итак, в третьей игре нужно нам стейкать не менее 50 BSV. Награда за победу $23,6. Начисляется BSV, шанс на победу 87. И дальше все так и будет действовать. Вы можете дальше посмотреть на то, что я вам написал. Четвертая игра 4000 силы, пятая игра 5000 силы, шестая игра 6000 силы, седьмая игра 7000 силы. Давайте перейдем к последней игре. Нам нужно 7000 сил для того, чтобы участвовать. Нужно застейкать 90 BSV. Награда за победу составляет $60 в соответствии с токеном BSV. Шанс на победу $83. В принципе, как я буду видеть данную игру? То есть мы с вами сажаем человечка в наш автобус и отправляем на игру. То есть проходит какое-то время, может час, может полчаса. Я конкретно не знаю, сколько будет человек там находиться. Он потом просто возвращается, и у вас есть шанс 80, на первой игре 89%, что он выиграет и принесет вам деньги. Примерно так это будет выглядеть. Насколько я знаю, играть можно будет раз в 2 дня отправлять автобус с людьми. То есть за месяц это выходит 15 игр. Если не забывайте каждый раз их отправлять. Выгодно это или нет, решайте сами. У меня на данный момент есть 2 автобуса. Один из них я сейчас хочу продать. Есть один человек на 1000 силы, как раз для игры на первую игру. Я посмотрю, посчитаю примерно, сколько это будет выходить. Будет ли это для меня выгодно, и посмотрим, может ли я буду инвестировать, чтобы участвовать где-то до 7 игры и получать по $60. Опять же, если надо будет инвестировать, то нужно будет просчитать время выхода в ноль в этой игре. Пока что это все аспекты по игре, которые сейчас есть в открытом доступе. Я вам постарался рассказать про них всех в этом видео. Теперь вы знаете на 90% больше, чем остальные люди, которые не посмотрели это видео. Так что посчитайте для себя, будет вам выгодно купить Mystery Box. Возможно, когда вы смотрите это видео, их уже нет, то есть их осталось уже 8117. На начале видео было 8165. Либо же вам выгоднее купить этих игроков и автобусов на вторичном рынке. Кстати, вы можете сейчас увидеть фрагмент на то, как я пытаюсь купить первые Mystery Box'ы, когда их было 10 тысяч. В этом фрагменте я хочу вам показать, как я пытался купить Mystery Box'ы на 3 аккаунта, но, к сожалению, почему-то этого у меня не получилось. Как вы видите, мне не удалось никого там купить, не знаю почему, деньги вроде ушли, потом вернулись обратно. Ничего не удалось приобрести, и я принял для себя решение, что куплю их на вторичном рынке. Для меня это, кстати, вышло дешевле, где-то на 10-15 BSV. Достаточно неплохо, имею теперь 2 автобуса, 1 игрока. Буду участвовать в первой игре, как я уже ранее сказал. Надеюсь, я вам все понятно рассказал, без воды. Всем, кому было полезно данное видео, не забудьте подписаться на мой канал. Все ссылки будут в описании под этим видео. Пишите в комментарии, все ли вам было понятно, будете ли играть в эту игру. Всем удачи, увидимся с вами в новом видеоролике.